Данное видео лишь симуляция игрового процесса и не пропагандирует никого выживать в тяжелых холодных условиях. Спасибо. Ну что ж, господа, покой, как говорится, с миром, а я тут к вам с Римворлдом. 20 минут придумал вступление, и в итоге голова заболела. Так что встречайте двух изгнанных работяг на самую непригодную планету для жизни. Просто потому, что там вечная мерзлота, кругом льдины, горы, а отопительный сезон еще не начался. Было принято решение строить дом из любых материалов, кроме дерева, ибо запасы скудны, а деревья тут как раз таки не растут. И в итоге пешки оказались не самыми умными. Пока робот, который почти спокойно переносил любой холод снаружи, делал постройки внутри дома, а человек, что промерзал за считанные минуты, чилил снаружи, собирая всякий хлам. Друг, скажи, ты самоубийца, нет? Или ты самоубийца? Вообще, при каждом новом прохождении в Римку я прошу рассказчика не трогать меня сильно за попу хотя бы в начале. А он такой: Fuck you. Come on, let's go. Первое время задача стояла укрепить убежище не от врага, а от холода, ибо он промораживал сквозь стены и подштанники. Идея сделать второе помещение, где температура была также минусовой, но все же не смертельной, оказалась отличной. Плюс построили ветряк и поставили обогреватели. Так что в помещениях было как минимум тепло и уютно. Первые интересные ивенты начались с прихода табуна цыган, падения еще одного андроида, и в это же время к нам присоединился поселенец. Спасибо, Рэнди. Андроид, кстати, оказался той еще неблагодарной скотынякой. Его вылечили, выходили, покормили и согрели, а он просто встал на ноги и пошел на выход. Всем удачи, счастья, балдежа. Так, стой, куда ты ушел? Братишка! Я тебя спас! Ну куда вот он ушел? Я его спас, мышь, сука. В любом случае, с тремя поселенцами была изучена геотермальная энергия и возможность посадки растений на горной поверхности. Спасибо некоторым модам. Позже я вспомнил, что мы находимся на холодной планете, и караваны, скорее всего, будут редким явлением. Поэтому решил выращивать наркотические травы, чтобы в будущем делать из них сильный наркотик и продавать в больших количествах. Не успела созреть первая партия, как к поселению присоединился самый настоящий афроамериканский ценитель сия продукта. Ты кто? Ой, страсть к химии, горе от ума обжора, то есть это будет нарколыга местный, да. Или игра так рофлит над стереотипами, или такова наша реальная жизнь. Не, ну я заранее осуждаю такой вид юмора, ведь все люди разные. У меня лично был в свое время приятель темного цвета кожи, и он не употреблял наркотики. Он жил в России и пил алкоголь. Так как я запрещал употреблять любые препараты внутри поселения, ему это, видимо, не понравилось. И спустя 15 минут... Райтер. Сука. Ах ты мышь. Еще и с пушкой моей. О, сука. Видимо, он не нашел ничего лучше, чем спрятаться в холодильнике с нашим оружием. Так что мне пришлось его выкуривать и, исполнив приказ 66 в его сторону... Так, надо разобрать это говно на органы. Я действительно разобрал его на органы. Не, ну а чё? Люди на этой планете редкое явление, и своих поселенцев лечить как-то нужно. Плюс стоимость их слишком высока на черном рынке, так что в любом случае стонкс. Парень просто без глаза, без рук, без легкого, без почки. Спасай ему жизнь, он еще может пригодиться. Давай. Спасай. Хорош. Пацана спасли. Вообще, слишком много внимания я заострил на темных поселенцах в этом видеоролике. А знаете почему? А я вам скажу почему. Вот опять. В этот раз уже черная женщина присоединилась к нам. Опять интерес к химии. Почему у всех, так сказать, темных людей в этой игре желание побаловаться с наркотой? Не-не-не-не-не, вот эти все химикоманы мне в поселениях не нужны. Сходи погуляй в лес на полчасика, пока взрослые работают. Ай, больно в ноге, блядь! Современные проблемы требуют современных решений. Черная полоса закончилась, и далее все шло более-менее. Поселенцы собирали ресурсы, строили новые помещения. Я решил расширить теплицы и сделать специализированное здание для посадок с подогревом и грядками. У проходящих мимо цыганских роботов я выменил раба на свои нелегальные товары, что принесли много бед поселению в прошлом. Но робот оказался смышленым и с радостью помог мне достроить теплицу и вообще хорошо влился в наш коллектив.
Далее небольшой коктейль из солнечной вспышки, что отключает всю электронику на карте, и нападение всяких шаек, головорезов, рабов, животных. Ничего серьезного, пару нервных срывов от того, что поселенцы живут практически под землей. И новый поселенец, робот, который еще будучи маленькой микросхемкой играл в Quake и Control 1.6, поэтому вырос с навыками стрельбы в 15 единиц. А это много, знаете ли. Немного пожив в спокойствии и умиротворении, было принято решение послать двух роботов, ныне именуемых как Биба и Боба, на ивент под названием «Место битвы». Я в душе не понимал, что это такое, и с ужасом лицезрел. Местные бои стенка на стенку. Причем обе фракции решили, что я враг. Поэтому мои ребята просто постояли в стороне, а после решили облутать трупы. К моему величайшему сожалению, игра то ли баганула, то ли что-то не так, но я не мог взять все ценные вещи и пушечки с этого кладбища вещей. Окей, я выбираю самое вкусное и сваливаю, пока на мое убежище не напали. А теперь все. Мы приближаемся к тому моменту, когда жизнь поселенцев чуть не оборвалась. Казалось бы, спокойная и размеренная, для тяжелых условиях это был рай. Но игра сообщила о надвигающемся ледяном шторме. Так, что-то у нас начался ледяной шторм, он несет невероятно низкие температуры и ледяные осколки. В ближайшее время не следует выходить на улицу. Даже тут просит самоизолироваться. Не думаю, что она очень сильная, поэтому посмотрим. Я раньше не видел таких ивентов и подумал, что это всего лишь похолодание, от которого пешки спасутся в убежище. Воу-воу-воу, полегче, что за урон по роботам? Он состоит из железа, а лед из воды. Почему так больно? Ну, беги! После увиденного я решил глянуть, что будет с человеком после того, как он выползет на улицу. Предварительно сохранившись, устроил шоу-эксперименты. Во-первых, на улице минус 79. Во-вторых, осколки настолько сильно врезаются в беднягу, что тот начал кричать голосом белки или зайца. И в итоге прилег насмерть. Сегодня умер Леха. Лех, Царствие Небесное, земля тебя пухом. План был такой: максимально увеличить количество обогревателей во всех важных помещениях, чтобы температура не проседала ниже 20 градусов. В таком случае и поселенцы, и растения смогут пережить спокойно все эти приколы. Электричества мне хватит за глаза, благо заранее были построены аккумуляторные серверы. В принципе, убежищу ничего не угрожает. Какого лешего, Рэнди, ты чё? Лежать плюс... Замерзать, сука. Действовать нужно было быстро, все деревянные вещи, что у нас были, разобрали и начали сжечь из них костры. До плюсовой температуры это не дотягивало, но минус 15 лучше, чем минус 80, согласитесь. Все посевы погибли, поселенцы жаловались на лютый холод. И если бы они знали о моем сервере в Дискорде, то получили бы заранее уведомление о грядущей буре или видео, что вот-вот выйдет на свет. Так что если тебе интересен мой канал или ламповое общение, залетай по ссылочке в описании. Поддержи Кофеича и стань членом его сообщества. Спасибо. И все же Рэнди смягчился, и вспышка прошла через пару игровых дней, а спустя еще недельку и сам ледяной шторм. На поверхности не было ни одного живого существа, и я бы по-философски назвал это очисткой поверхности от грязи и разврата. Короче, в первый же день после бури местные шайки голодных пиратов уж очень хотели кушать и напали на нас. Я дал им пищу, но взамен забрал их органы и продал мимо пролетающим торговцам экзотики. Я знаю, что это зверство, но, ребят, это же игровая симуляция, каждый живет как он хочет. RimWorld не был бы RimWorld'ом, если бы не жил по такому же принципу. Поэтому местные аборигены, послушайте, прокопали мегадлинный тоннель до моей базы и теперь будут терроризировать меня, пока я не закопаю его или не уничтожу. Что? Фракция аборигенов прокопала туннель к моей базе? Это что? Туннель? К моей базе? Алло, каким образом они это сделали сквозь толщу льда и снега? Окей, допустим. Собрав отряд самых сильных бойцов, я приказал закапывать сие чудо. Но вот незадача. Во-первых, оттуда так и норовят выползти дебилы с луками. Блять, я тебя захуярю. Во-вторых, яма была закопана на 100%, но никуда не пропала. Бади, скажете вы? Фича, ответит нам RimWorld. Делать нечего, придется изучать производство гранат и взрывать уже с помощью них. А пока нужно отстреливать всех, кто оттуда приползет. И господи боже упаси, это самые томные аборигены на свете. Пока мой ученый ломал голову над тем, что появилась первым, граната или ЧК,
Они ломали мне кабель электричества, тем самым поджигая мою жопу. И длилось бы это вечно, пока гранаты не изучили и не создали целую партию. Ну что ж, Боба, удачи тебе в твоих начинаниях, так сказать. Надеюсь, ты справишься с этой напастью. Каминь. А пока Боба спускается вниз по туннелям и выполняет важную миссию для поселения, я дам тебе важное задание. Ты должен так же, как и он, героически спуститься вниз, нажать кнопку подписки, лайк и написать комментарий на 4 слова. Важен каждый боец, ведь до 1000 осталось совсем немного. Аминь, как говорится, и удачи всем. Пока.